Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый базовый узор. Идеальный этот узор для вязания простых изделий, например, шарфов. И, например, для детских изделий. И этот узор идеально подойдет для вязания мужского свитера, джемпера. Простой, незамысловатый, лаконичный узор. Я бы даже сказала, он похож на вафельку. Можно даже назвать, наверное, вафельный узор. Изнаночная сторона такая очень достойная, тоже сдержанная. Красивый, плотный узор. Узор также подойдет для шапок и для детских, и для взрослых. Итак, раппорт узора составляет 3 петли и 4 ряда в высоту. Для образца я наберу 9 петель. Также при поворотном вязании нам понадобится 2 петли для симметрии. Итого 9 петель на основной узор плюс 2 петли на симметрии, для симметрии и 2 кромочные петли. 9 плюс 4, 13 петель набираем обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Все, 13 петель на спицах. Достаю одну спицу и начинаю вязать наш узор с первого ряда. Первую кромочную я всегда провязываю, подтягиваю, чтобы у нас край закрепился. И начинаем вывязывать узор. Первый ряд все петли лицевой. До конца ряда лицевые петли за правую стенку, за переднюю стенку в моем случае. Кромочная, изнаночная. Первый ряд готов. Второй ряд все петли изнаночные, кромочную снимаем. И петли до конца ряда мы вяжем все изнаночной петлей. То есть 2 ряда лицевой глади мы сейчас вяжем. И кромочная, изнаночная. Теперь внимание, кромочную мы снимаем. 2 лицевые, 1, 2, за правые стенки я вяжу. Переснимаем лицевую петлю с левой спицы на правую. Так, переснимаем нить за работой. Раппорт, третий ряд раппорта провязали. 2 лицевые за правые стенки. Снимаем лицевую петлю с левой спицы на правую, то есть просто ее переснимаем, рабочая нить за вот этой петлей, за работой. 2 лицевые, петлю пересняли, нить за работой. И 2 петли для симметрии, лицевые. 1, 2 и кромочная. Третий ряд провязан. Пока ничего у нас не видно, никакого узора. Четвертый ряд, кромочную сняли. Итак, 2 лицевые, несмотря на то, что у нас сейчас петли лежат изнаночной петлей, 2 лицевые. И переснимаем снова вот эту петлю, нить перед работой. Просто переснимаем нить перед работой. 2 лицевые, 1, 2. Переснимаем следующую петлю, то есть мы ее легко можем определить, то есть у нее уже вот эта перемычка смотрит на нас, петля не провязанная, второй ряд получается. Пересняли. Так, 2 лицевые, 1, 2, петлю пересняли, нить перед работой и снова 2 лицевые в конце, кромочная. Все, и теперь у нас начал вырисовываться узор. То есть, по сути, первый раппорт узора, 3 раппорта узора мы провязали, плюс 2 петли симметрии. Снова вяжем 2 ряда лицевой глади, лицевой ряд. Петли, которые у нас были пересняты, вот они у меня лежат правой стенкой на меня, я провязываю за правую стенку.
Если у вас эта петля переснялась правой стенкой назад, значит вы вяжете ее за дальнюю стенку. Изнаночные вяжу лицевыми. И вот так вот у меня эта вытянутая петля лежит, я ее вяжу за переднюю стенку. То есть если она у вас переснялась вот так вот, вы вяжете ее за дальнюю стенку, которая за работой. Разницы никакой. Все. Далее снова изнаночный ряд. Все петли изнаночными. Простой, интересный узор. Изделия таким узором вяжутся очень быстро. Смотрится очень красиво, необычно. Итак, третий ряд. 2 лицевые петли. Петлю переснять с левой спицы на правую нить за работой. 2 лицевые. 2 лицевые. Нить, вернее, петлю переснять на правую спицу нить за работой. 2 лицевые. Петлю переснять. Рабочая нить за работой. 2 петли симметрии лицевыми, кромочная. И последний ряд раппорта, 4. 2 лицевые, 1, 2. Вот эту петлю, третью, мы переснимаем. Таким образом я ее переснимаю. Нам главное ее не перекрутить. Рабочая нить перед работой. 2 лицевые. Петлю переснимаем. Рабочая нить перед работой. 2 лицевые. Петлю переснимаем на правую спицу, нить перед работой. И 2 петли симметрии, 2 лицевые и кромочная. Вот такой простой и быстрый в исполнении узор. На этой пряже, на голубой, тоже смотрится интересно, хотя по фактуре это очень похожие пряжи разных производителей. На разной пряже этот узор будет смотреться по-разному. На более гладкой пряже, которая не такая скрученная, не такой скрутки, она будет смотреться немножко по-другому. Поэтому поэкспериментируйте с этим узором в различной пряже. Разные скрутки, разной толщины. И в любом варианте этот узор вам понравится. Если этот видеоурок был для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны, и вяжите с удовольствием. Пока-пока!